Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. В этом видео я расскажу вам о условиях службы подводников НАТО в холодную войну на примере подводной лодки ВМС Испании С-61 «Делфин». Одной из главных достопримечательностей испанского прибрежного городка Торревьеха, что на Коста-Бланка, является морской музей, включающий в себя один очень интересный экспонат. Давайте вместе спустимся внутрь испанской подводной лодки и посмотрим, в каких условиях несли боевую вахту моряки НАТО. Итак, подводная лодка ВМС Испании С-61 «Делфин» – испанская дизель-электрическая подводная лодка, построенная в 1971 году по лицензии на базе французской лодки «Дефн». Всего в те годы для ВМС Испании было построено 4 лодки этого типа. Эта лодка считается океанской, однако автономность по запасам топлива, продовольствия и пресной воды составляет всего 30 суток, что довольно мало для лодок этого типа. Движение лодки обеспечивает дизель-электрическая энергетическая установка, состоящая из двух дизель-генераторов мощностью по 850 кВт, двух гребных электродвигателей мощностью по 800 лошадиных сил. На короткое время гребные электродвигатели могут развивать мощность по 1300 лошадиных сил и двух групп аккумуляторных батарей по 80 элементов каждой. Генераторы приводятся в действие дизельными двигателями мощностью по 1125 лошадиных сил. И для всей этой адской установки в размещенных в легком корпусе топливных цистернах хранилось до 90 тонн топлива. Длина лодки 57 метров, ширина почти 7 метров. Под водой она может развивать скорость 15 узлов, 28 км в час. Максимальная глубина погружения – 300 метров. Экипаж С-61 состоял из 56 человек, 33 матроса, 15 старшин, 7 офицеров и 1 капитан. Корпус лодки разделен по длине на 5 отсеков. В носовой ее части размещено 8 550 мм торпедных аппаратов. Торпедная стрельба возможна на всех глубинах, вплоть до предельной, однако перезарядка торпедных аппаратов в море не предусмотрена. В начале 1980-х годов вооружение этих лодок было модернизировано. Кроме всего прочего, на них переоборудовали торпедные аппараты под стандартный калибр НАТО 533 мм. Идем дальше, от носовой части в сторону кормы. Обратите внимание, с каким комфортом служили испанские подводники, предусмотрены даже занавесочки. Ну а в целом условия проживания и несения службы на всех подводных лодках примерно одинаковы, тут не место для клаустрофобов. Каюта офицеров. Все же уютнее, чем на наших лодках того времени. Между шконками не унитаз, а умывальник с мылом Камей. Кают-компания – место для совместного отдыха офицеров. Каюта капитана. Отсек управления подводной лодкой и ее вооружением – самая интересная часть лодки. Тут можно зависнуть надолго. Можно подумать, что во всем этом хитросплетении легко запутаться. Однако каждый подводник на лодке знает только свою небольшую часть и общую, обязательную для всех, наставление по борьбе за живучесть судна, НБЖС. Через навигационный отсек попадаем на камбуз. Странно, что на камбузе испанской подводной лодки не висит нога Хамона. Отсек управления силовой установкой. А тут жили матросы этого отсека. Дальше, в корме, находится еще пара торпедных аппаратов. Кормовой торпедный отсек по-испански звучит как сало торпедос попа. Вы, наверное, хотите знать, что это за смешной прыщ вскочил на носу у лодки. Это массивный обтекатель антенны гидроакустической станции «Глаза лодки». С помощью этой антенны гидроакустик на лодке посылает сигналы, которые отражаются от препятствия, другая лодка, подводная скала, и возвращаются обратно. По времени прохождения сигнала и его искажению вычисляют расстояние до объекта и даже классифицируют его. Чтобы противодействовать обнаружению лодок такими сигналами, их стали обшивать толстыми резиновыми листами, которые поглощают акустические волны. Подводная лодка С-61 стала первым судном военно-морского флота Испании, превращенным в плавучий музей. Полная утилизация лодок этого типа началась в декабре 2003 года. Именно в этот момент было принято решение оставить первую лодку в качестве музейного экспоната в порту города Торревьеха,